Здравствуйте, друзья! Вот наконец-то закончились перепады температуры, установилась постоянная отрицательная температура и выпал снег, который теперь уже не растает. А это значит, что пришло самое время продолжить посевы под зиму. Чеснок и лук-севок были посажены до заморозков. А что можно посадить сейчас и почему даже нужно посадить под зиму? Осенние посадки дают большие преимущества. Во-первых, мы получаем крепкие растения, которые выносливы, здоровы и крепки. Полежав под снегом, они легко переносят весенние заморозки. Второе преимущество – мы получаем еще и супер ранний урожай. На месяц, а то и на 2 раньше. Что можно сейчас посеять? Очень много разных культур. Конечно же, морковка, к которой мы очень привыкли, а также зелень. Это большое количество зелени. Это любой салат. Кочанный, листовой, крест-салат, базилик, петрушку, укроп. Более того, такие культуры, как петрушка и укроп, лучше всего посадить именно под зиму, потому что они дольше прорастают. А так вы получите ранний урожай. Можно посеять шпинат, щавель, ревень, кинзу, хрен и многие другие травы. А также можно посеять, например, корнеплоды, такие как редиску, репа, дайкон, свеклу, сельдерей. Сельдерей можно и корневой, и черешковый. А также цветы, неприхотливые однолетники, такие как календула, космея, василек, астра, мак, флокс, герань, львиный зев, дельфиниум, гвоздика, люпин, настурция и многие другие. Самое главное – отобрать семена. Для таких посевов нужно выбрать, чтобы семена были ранние, потому что они обладают такими свойствами, как мороза и холодоустойчивость. Это обычно те самые семена, которые мы сажаем в мае для самых ранних посевов. Вот все эти семена, а их список огромный, вы все это можете посеять. Можно посеять привычным способом. У меня заранее по теплу была подготовлена грядка. Теперь освобождаю грядку от снега и укрытия. В бороздку густо сею семена ранних сортов и засыпаю заранее подготовленной землей. Я заранее приготовила землю, теперь засыпаем бороздку землей. Но бывает так, что, например, закрутились, не успели подготовить заранее землю, или вот у меня тоже стояла земля, и она подмерзла. На помощь придет перегной, можно бороздку засыпать перегноем, либо поможет и выручит кокосовый субстрат. Я заранее его дома размочила и слегка его подсушила, чтобы он не был сильно мокрым, а был слегка влажным. И сейчас бороздку я закрою кокосовым субстратом. Уплотняю. И сверху кладется слой сена. Сено, солома. Сверху накрываю тем же картоном. Если картона нет, то можно и без картона. И чтобы укрытие не сдуло, накрываю палкой. А можно озимы посеять и по-другому. Но бывает так, что упустили погоду, закрутились на работе, не хватило времени, не успели подготовить грядку, а земля уже схватилась. Ничего страшного, можно провести посев прямо по снегу. Семена ранних сортов зелени, трав и цветы можно не очень густо раскидать на грядке, прямо поверх снега. Или посыпать семена рядками. Можно сделать смесь из совместимых культур, например, смешать семена капусты с сельдереем или с укропом и раскидать все вместе. И ранней весной на одной грядке будет и зелень, и рассада сельдерея с капустой. Так можно посадить все сорта капусты, и не нужно будет заниматься их рассадой дома. Сверху нужно прикрыть семена не толстым слоем сена или соломы, чтобы их не склевали птицы. За зиму семена пройдут стратификацию, а по весне вместе со снегом попадут в землю. По снегу можно посадить и корнеплоды.
морковку, редиску, свеклу, сельдерей. Сверху по снегу насыпается бороздка земли, перегноя или кокосового субстрата. Сверху бороздки сеются семена, и бороздка закрывается толстым слоем соломы или сена. Сверху кладется груз. А ранней весной я накрою эту грядку целлофаном, чтобы закипела жизнь, чтобы начала земля прогреваться, а через несколько дней натяну дуги и сверху накрою крывным или целлофаном, чтобы проросли всходы. Так можно получить супер ранний урожай. Разной зелени, трав, редиса, моркови, свеклы, а еще крепкую рассаду капусты и сельдерея прямо на грядках, минуя рассаду на подоконниках. Сажайте с удовольствием и получайте ранний урожай. До встречи на канале Дом Рад.